конкурс. Поставил сам себе цель до недели найти несколько вариантов машин и нашел несколько вариантов в Голландии. Ну и мы поехали. Всем привет, вы на канале Волков Медиа, с вами Рихард. За камерой ваш верный друг и товарищ Серега. Тут маечки, сюрпризики, розыгрыш. Просьба видео досматривать до конца, в конце будет конкурс. Короче, наше сегодняшнее видео будет посвящено нашей поездке, совместной поездке в Голландию, куда мы ехали за двумя машинами. Пришла идея в голову, что хотели бы мы ввязаться, в общем, в авантюру, поехать в одну из европейских стран. В планах у нас было посетить там Польшу, Германия, Голландия, Финляндия и привезти оттуда энное количество машин. В данном случае мы конкретно рассматривали к покупке две машины, так как на дальнюю поездку мы собирались ехать вдвоем, я и Серега. За неделю буквально до вот этой планируемой поездки появился один отличный вариант в Польше, в городе Вроцлав, где проходит ультрарейс. А это была Honda Del Sol с мордой от Civic Ягашки. Машина была на B18C4, на ковке, с турбиной, мощность там примерно ориентировочно 350 сил, никто ее не мерил. Значит, прислал он мне все видео, прислал мне все фотографии, начали с ним коммуникацию, спросил у него там о спеке машины, что сделано, как долго он ей владеет. Грубо говоря, было желание просто убедиться в качестве сборки этой машины, так как стоял план приехать сюда, купить ее и вернуться своим ходом назад в Латвию. Вроде договорились, фотографии отличные, видео отлично, все супер. Поконсультировался с людьми, люди сказали, да, это стоящий вариант, потому что цена тоже достаточно хорошая была. Ну вот, в принципе, созвонились с Серегой, созвонились с Ильюхой, сели в машину, ну и вот и мы поехали, грубо говоря, в этот Вроцлав. Приехали, значит, мы во Вроцлав, встретились мы с этим хозяином машины, спустились в подземку, вроде такой достаточно элитный район, красивая подземка, думаем, ну точно, наверное, что-то хорошее будет. Доезжаем до места, где запаркована эта машина, видим Del Sol, который припаркован задом к нам, шикарно выкрашен на красивых дисках, все, мы думаем, ну топ, прям вот джекпот вытянули, отличная машина. Но тогда краем глаза я вижу, что с правой стороны стоит Del Sol с мордой от Ягашки, рядом стоит RX-7 Mazda, обе такие непонятные, уже в принципе с расстояния 10-15 метров было видно, что ну достаточно много косяков по кузову. Прошло, наверное, минуты 3, Ильюха высказал все свое мнение. Человек, хозяин этой машины, в принципе, он русский не понимает, но он понял Илью. А Серега сразу начал придираться ко всей технике, то есть техничке. До момента, как мы отъезжали от дома, я у него уточнял все в подробностях, так как у нас есть некие нюансы при регистрации машины, что мы не можем там особо, как говорится, влево-вправо гулять в плане модификаций. Он сказал, что машина практически в стоке, кроме турбины и кроме мотора, собранного на ковке. Но оказалось, что у машины нюансов по кузову тонна, крашена с баллончика, капот не открывается, под бампером выведен тросик, просто водительская дверь не открывается. Болтовой каркас — это ерунда, ладно, это мы выкручиваем. Ссущийся мотор, потому что под мотором было, я не знаю, условно, ну, достаточно большая такая лужа масла. Турбина вся в масле, непонятно, как это no-name производство. Патрубок охлаждающей жидкости тоже был там, условно, если он должен быть вот в такой форме, да, то он был пережатый вот, ну, про кузовщину, значит, закончили, ужасно все. Под капотом еще из отличий, то, что я видел на фотографиях, что в реальной жизни оказалось, была снята распорка, то есть она, ну, трехточечная, которая вся подкапотка засрана, провода просто накиданы каким-то образом, то есть там картеша какого получить и потом разбираться с этим всем, ну, не было никакого желания. Но последнюю точку поставил комментарий Сереги, когда он подошел к машине с левой стороны, открыл лючок бензобака и просто увидел, что нету даже заливной горловины в бак. Просто была дырка. И на что я задал вопрос хозяину, я говорю, а где бак? Он говорит, так в бак, в багажнике. Как бы ты не считаешь это за модификацию, о которых я тебя спрашивал, что такая вещь у нас в Латвии не прокатит? Ладно, пусть бак в багажнике, наверное, спортивный, 2 насоса, турбо, там 350 сил, все в порядке, все по канонам. Да. О, курва!
Ну и все, ну вот как-то вот так. Впоследствии мы узнали, что машина, оказывается, была полноприводная, но человек непосредственно помимо распорки, он еще продал редуктор задний. В принципе, это был край. Все, я долго смотрел на этого хозяина, разводил руками, и Ильюха там пытался меня как-то от него чуть-чуть отталкивать, но я очень зол был. Даже если бы там был бы убитый кузов, но сухой мотор, да, может быть. Или же наоборот, там, потрясающий кузов, да, но зассанный мотор. Также может быть. Почему? Отличный вариант. Но когда действительно на фотографиях ты видишь отличный кузов с отличным мотором, сухим, классным, свежим, а приезжаешь, а видишь как бы полную шляпу, еще и бак этот в багажнике. Ну, типа, я все еще не понимаю, почему нельзя было упомянуть о данной модификации, и почему нужно было засовывать бак в багажник. То есть это означает, что у машины был выпилен подрамник, да, и ты ее в Латвии никак не зарегистрируешь, просто потому что там снизу выпилена часть кузова, часть металла. Ну, типа, ты ее, откуда ее достанешь? То есть заниматься этим всем, конечно же, абсолютно нерентабельно, тупо, глупо, и не та машина, наверное, в которую стоило бы вкладывать деньги. Поездка, как говорится, не увенчалась никаким успехом. В итоге мы, отвезли его домой, сами прыгнули в тачку и вернулись в Латвию. Итог. 5 Макдональдсов, 10 энергетиков, длинные-длинные разговоры, много прослушанной музыки и финансово минус 600 евро. Потому что помимо топлива мне еще пришлось на мой делик, на Volvo, на котором мы ехали, купить зимнюю резину без шипов. Потому что в Польше, в принципе, Польша, весь тот регион, шипованная резина запрещена. Поставил сам себе цель до недели найти несколько вариантов машин. Рассматривались варианты рынка Польша, Германия, Голландия, Финляндия. И подвернулись варианты. Первый вариант подвернулся в Польше, недалеко от Варшавы. Это Mazda MX-5 в кузове NA. Красная, свежеперекрашенная, сзади расширенные арки разваренные, красиво сделано. Вся обработана антикором, мотор 1.6 с наковки, LSD-редуктор, что у них считается редкостью, он достаточно дорогой. Новый софт-топ, мягкая крыша, хардтоп в цвет кузова, тоже свежеперекрашенный. Диски красивые у него стояли, достаточно широкие, койловеры, выхлоп. Та тачка была красивая. И я ее рассматривал чисто с целью покупки на перепродажу. Только. Будем честны, да, я эту машину смотрел только на перепродаже. Долго мы с ним коммуницировали, так как я ему в понедельник написал, он меня игнорил. Тогда я вспомнил, что у меня есть товарищ в городе Белосток. Зовут Давид, занимается дрифтом, кстати, можем там поставить, может, какую-нибудь ссылку. Классный чувак с особенностями, молодец, респект, уважение таким людям, которые не унывают и продолжают, как говорится, следовать к своей цели. Я попросил Давида, чтобы он попытался связаться с этим продавцом на польском языке, потому что, у меня закрадывалась мысль, что человек, может, просто английский не знает. И да, Давид с ним связался, и получилось так, что действительно, да, человек просто тупо испугался этого языкового барьера и не хотел мне отвечать на английском. Коммуникация вся дальше происходила только на польском языке. Долго и нудно мы там выбивали всю информацию о спеке машины. Оказалось, чтобы поставить ее на ход, надо было доделать выхлоп. То есть там условно не хватало 20 сантиметров такого отрезка выхлопной системы, что он обещал, в принципе, сделать. И мы ему сказали, что в субботу условно мы можем к нему приехать в этот город. Он до этого времени, хотелось бы, чтобы он доделал этот выхлоп, и мы уже своим ходом непосредственно на этой машине уехали бы назад в Латвию. На что он ответил: да, конечно, я это сделаю, вышлю видео, как мотор заводится, как эта машина едет, и тогда уже просто мы оформим всю эту сделку. Мы такие: на позитиве, класс, первая тачка найдена, ищем вторую. И нашел несколько вариантов в Голландии. Первый вариант это был Datsun, этот King Cab 720, это пикап, красивый, синий, лифтованный, на лебедках спереди, сзади, на швеллированных бамперах, весь там прям такой, люди, кому показывал, все сказали, да, топ. Второй вариант, значит, я нашел Nissan Cimo, 96-го года, это третьего поколения машина, на моторе VQ30D, турбомотор, 270 сил, такой
ну, типа, потенциально хороший запас для переделки под випуху такую стенсовую. В принципе, вот этим я хотел заниматься, и вот мне как-то вот эта машина тоже-то где-то у меня закралась мысль, что может быть когда-нибудь. И третий вариант, который рассматривался, это была Toyota Glanza. Интересная такая пулька маленькая была. Ну, то есть, ну вот это чисто слипер. Люди, которые не рубят, не шарят, вот ты примерно видишь Volkswagen Polo, в котором условно там 200 плюс сил, на вес 930 килограмм, но это так. Интересно достаточно было бы на наших просторах. Голландцы вообще очень интересные люди. Они очень любят все эти формальности. Им вот очень важно, чтобы, если машина покупается, машина сразу была бы переоформлена на нового владельца, поставлена экспортные номера, произведена оплата за страховку, и то есть вот эта машина принимается, и она переходит уже новому владельцу, у него нет никакого, как бы, никакой ответственности за эту машину. Он получил деньги, он продал ее, он счастлив. Под этот наш вариант с переоформлением совсем подходил только Datsun. В Голландии есть конторы, которые занимаются этой вот сверкой номеров и постановкой машины на экспортные номера 24/7. И так как этот Datsun находился в городе Роттердам, ну, недалеко от этого Роттердама, а непосредственно в самом Роттердаме находится эта контора, которая занимается вот постановкой на эти экспортные номера. Поэтому выбор пал на этот Datsun, и все. И мы как бы другие варианты больше не рассматривали, так как Цима была очень далеко. Ближайшего города, где можно вот это экспортные номера поставить, Гланзу, ну такая. То есть 50-50 у меня был вариант на эту Гланзу. На протяжении какого-то времени мы общались с владельцем Датсуна, договорились, он выслал фотографии, видео, документальное подтверждение, что машина исправна, машина визуально в хорошем состоянии, и по видео, по фотографиям это все было подтверждено. И вот я Сереге позвонил, как раз говорю, что Серег готов ехать в Голландию, типа лететь в субботу. Ну и мы поехали в Голландию. И он на М-ке, походу. Посмотри. Да, это М-ка. Да, в общем, безумно рад, что мы выбрались за рубеж, да, с какой-то целью, приобретением 2 машин. Да, ну там надо светить, смотреть. Ребята приезжие, ребята не местные, не голландцы, ребята пакистанцы. Это уже нас тоже навеяло на какие мысли. Ну, со второго раза, может быть. Окей. Бля, 2000 километров, чувак. Не знаю. Может, прогреется будет лучше? Ай, какое было наше разочарование, когда мы подошли к этой машине. В принципе, ничего из того, что мы видели на фотографиях, на ней больше не сохранилось. Не было ни одного живого элемента. В машине было очень много дырок по кузову. Непонятно, в каком состоянии была рама. Попытались ее завести, не завелась. С 3-го раза завелась. Топливо полилось из-под капота. It's not me. No. Datsun безумно меня расстроил, потому что я почему-то полагал и возлагал на эту машину какие-то бешеные надежды. Мне безумно нравится этот кузов. У нас у одного парня в Латвии здесь был такой кузов, и машина выглядела просто, вот несмотря на то, что у нее были все грустные элементы, крылья, капот, задняя вот эта вся часть, но он был почему-то вызывал мне какой-то вот вау-эффект, мне прям нравилась эта машина. Короче, Рихард просил, чтобы, фотографии прислали со всеми дефектами. То есть, если вы видите какой-то очевидный дефект, просто присылайте его, да, потому что мы как бы едем за 2000 километров, летим на самолете, чтобы увидеть машину в том виде, в котором она есть, да, а не вот это, ой, все прекрасно, все замечательно, а по факту, да, ты приезжаешь, а там чипсы на кузове. Не думаешь, что там нихуя нету вообще пола? Tā tādi čipši ir vecīti.
Очень плохая идея, по-моему. Считаешь, плохая идея была? Тут металла нету. И там металла тоже нету. Сколько же еще было скрытых дефектов у этой машины? Я понимаю, да, возьмем, короче, объективно. Стоимость тачки, она не самая высокая, да? Ну, то есть, она действительно стоит дешево. Да, будем честны, тачка стоила 6000 евро. Так как таких машин на рынке, в принципе, практически нету, можно понять, почему стоимость такая, да, то есть, ну, она соответствует, наверное, даже этому состоянию. Но проблема не в том, что мы обнаглели, да, и мы хотим дешевую, в идеальную тачку за маленькую сумму, а дело в том, что высылали нам совершенно фотографию, ну, не знаю, представление о машине было абсолютно другое. Мы ощущали, что это действительно, как там было, fresh painted написано, да, то есть свежепокрашенная машина. Пусть пару лет назад, 3 года назад, но свежепокрашенная. Это означало, что даже если и будут там где-то какие-то жучки, ну, это будет, ну, так, типа, очевидные вещи, да, машина не новая, 86-й год. Но то, что там находилось, это абсолютно, ну, рассказ о машине и сама машина — это две разные вещи. Поэтому, быть может, да, эта цена и соответствовала, там, нынешнему состоянию этой машины такая, какая она есть, учитывая, что она редкая. Проблема, наверное, в том, что Рихард не хотел тратить такое огромное количество денег, да, на покупку машины в таком состоянии, потому что все еще акцент был на то, что мы ехали смотреть машину вот идеальную, практически по его рассказу. Назовем это так, да. По фотографиям, по видео, да. По техническому состоянию это было совсем другое. Поэтому она и не была приобретена. Вот так выглядит человек, который хочет въебать. Короче, сказать, что мы расстроились, не сказать ничего. Все еще текст был про свежую краску. Но, не знаю, может быть, я слепой и не вижу здесь свежей краски. А может быть, она и действительно свежая. В том просто, на что она была нанесена, эта свежая краска. Короче. Я счастлив, потому что я въебал 500 евро в поездку в Польшу. И я въебал сейчас 250 уже на поездку на самолет, на билеты, на поезд. Счетчик, короче. Короче, машина с нюансами. На что я ему сказал, что, ну, это абсолютно не то, что ты мне показывал в видео, и не то, о чем ты мне рассказывал. Давай как-то по-другому говорить о цене и, ну, будем договариваться о цене. Он говорит, ну сколько? Я говорю, ну 2,5. Нет, да на нее очередь, да, ты понимаешь, машина редкая, 86-го года, да их нету вообще, я все понимаю. Помимо вот этой стоимости, которую он хотел, там в эту машину еще 5, 7, 10, в зависимости от того, насколько хорошо ты хочешь ее отреставрировать. Но это проект под восстановление, все. То есть, и вот вариант, что она доедет от Роттердама до Латвии 2100 километров, ну, это такой нюансик достаточно интересный. Я говорю, отвезите нас, пожалуйста, на точку, где вы нас забрали, и все, ну, как бы расстаемся. Сели мы в машину загрузили нам 10 килограмм чеснока, коробку такую, и вот этот запах чеснока, это магистраль, учитывая, как он едет еще, у меня вот это все в комбинации. Nissan, конечно, оказался говном, и этот чесночный пиздец, не знаю, после этого никакой ковид уже к нам не пристанет. Ближайший рейс назад в Латвию был в четверг. Это была суббота. Добраться домой на самолете мы не рассматривали, поэтому я связался со своими друзьями, которые живут в Денхаге, в Гаге. Славик, спасибо тебе, Славик. Давай покупаем билет, спасибо, да. Давай, чё. Опа. Вот это легенда. Огромное спасибо вообще ребятам с Голландии, Мише, Славику, да, остальной компании, которая нас тогда приютила, и мы очень круто провели время. Ребята, вы просто класс. Я уже говорил вам лично и скажу это в видео еще раз, что я просто безумно благодарен. То есть я остался очень сильно доволен нашим вечерним мероприятием. Что сломается? Блять, вы локти не выломайте нахуй друг другу, блядь. И, соответственно, за безумный теплый прием в целом. В воскресенье, значит, мы понимали, что мы в большой опе. Я связался с хозяином Мазды. Хозяин Мазды в Польше сказал, что он выхлоп не доделал, так как в субботу он, как планировал, оказывается, ехать доделать выхлоп. Ему все конторы сказали, что мы закрыты, никто тебе не будет ничего варить. Соответственно, этот вариант отпадает. У нас остается вариант с Ниссаном, с Цимой.
Я говорю, я в восторге с вас, ребят. Машина была изначально привезена с Японии 3 года назад. Она была без ржавчины. Оригинальный пробег 180, на тот момент 183 тысячи был. Она была на велюре, она была черная, она была на 20-х дисках, на BC Racing ловерах. Мотор VQ30D 3 литра V6 с турбиной, 270 сил. Выхлоп полностью переваренный, сделан с заслонкой, то есть я могу менять громкий выхлоп, тихий выхлоп. Что еще из плюсов? Ну и визуально она очень редкая машина, и в принципе вот этот пазл на тот момент сложился. Машина интересная, машина с ништяками, и вот мое это желание податься вот эту стенсовую движуху, вот может все-таки это та машина, вот все-таки стоило попробовать. Вышли с поезда, увидели эту лайбу, там такая здоровая пуха стоит на 20-х дисках черных. Огромная машина, непонятной формы, потому что сдали, если честно, она выглядела больше даже как Toyota Chaser. Встретились с этим хозяином, все круто, здорово, переглянулись, еще раз залезли там под низ, посмотрели, реально тачка без ржавчины, днище идеально. Ну вообще машина по кузовне, но вот прям топ. Вот этот силуэт, когда ты видишь его на фотографиях, оно выглядит немножко так странно и спорно. Вроде классно, но непонятно. Но вживую, когда ты смотришь на эту машину, ты реально понимаешь, что это, прикольный, классный такой здоровый седан. И самое главное, что редкий. И что мне вот нравится, вот что у них и морда классная, не как у Лексусов вот этих вот ЛСов, ГСов, ЛСов, ЛС, ГЛС. Ну, короче, и морда классная, на Чейзер похожа. И жопа вот это вот прям потрясающая. Вот мне вот прям дико заходит вот этот седан. Действительно, по состоянию, как казалось, что это точно та машина, которая имеет смысл покупать. Не для того, чтобы добраться до дома, а просто потому, что она сама по себе крутая, классная, и в Латвии таких машин просто, не будет. Насколько она тебе нравится от 1 до 10? Тачскрин. Да, мы без музыки поедем. По-моему, не работает. А в поезде мы прям с музыкой ехали. А почему не работает? What's the reason? Interesting. I really don't know. I checked all the Yeah. fuses, but for me, I always use the Bluetooth speaker. Но не догревается, блин. It's normal that the temperature is not rising. It's staying like. Из минусов увидели, что мотор не догревается. То есть сразу понятно стало, что, скорее всего, проблема с термостатом. Вопрос хозяину насчет этого. Хозяин, я так понял, что он особо не вникал. То есть ездил, и вот на такой машине с такими неисправностями. Встретились с ребятами, которые нам уже будут ее регистрировать. Договорились о стоимости машины. Я там еще... Сколько я со стоимости скинул? Почти 1000 евро, наверное, там получилось в итоге. Плюс еще хозяин оплатил всю эту постановку на экспортные номера и страховку вместо меня. Это было, что, кстати, немало. Это 180 евро на 14 дней. Ну чё, с Богом? Нет его. 1900 километров ехать. Ну, в этом случае скажи, что есть. Да, Я хочу есть, блядь. Ты записываешь? Я записываю. Нет, первым делом, я не знаю, мне лень пиздеть, потому что я хочу хавать, блядь. Я пиздец хочу хавать. Я addicted. Не знаю. По-латгальски, блин, говорит. 2 сантиметра, поверни направо. И я хочу кофе, пиздец. Будешь жрать. Супер блейфрель. Впереди было условно с этого города Райзен было 2 с лишним тысячи километров до Риги. И нюанс был такой, что она была на 20-х дисках и резина была летняя. То есть, условно, мы могли доехать только до границы Польши-Литвы. Литва-Латвия, уже нужна зимняя резина. Я не знаю, что с этим компасом, короче. О! Типа север поймал. Вот часы пошли. Проехали 1000 километров, добрались до Варшавы, начали рассматривать варианты покупки резины. И вот там мы нашли
подходящие по параметрам колеса. Колеса, значит, резина зимняя на 17 дисках, стояла на Лексусе. Плюсом еще оказалось, что ребята русскоговорящие с Украины, договорились с ними о встрече. Это было 15 минут где-то езды от центра Варшавы. Владимир с Андрюхой нас встретили, ребята такие на позитиве. Ребята все красиво оформили, переобули нас, спросили, есть ли инструмент, дали там условно эту банку пены, если в случае прокол какой-то там баллонник. Ну, то есть все вот красиво все. Очень нормально нас тепло приняли, так нет? Очень. И еще покушать сейчас отвезут. Ну как отвезут? Ребята прям красавцы, Покажут. да. Приняли, переобули, предложили, вот, позаботились, дали все, инструмент с собой, подручный, если что-то потребуется в дороге. И прям, ну так, да. Неожиданно. Путь достаточно интересный был. Ехали спокойненько, сзади в багажнике 2 20-х колеса, в салоне 2 20-х колеса. К сожалению, у Цимы были нюансы, о которых я до этого не рассказал. У нее стрелка тахометра интересно очень себя вела, которая впоследствии просто отвалилась в один момент. Просто упала, да? В среду я договорился о визите в сервис к Игорю. Добрались мы до сервиса, подняли эту машину, и прям топчик оказалось, что правда, машина как новая снизу. Но были какие-то вот там условно места, несколько там точек каких-то, но это не ржавчина, это просто какой-то налет. Ну прям вот, ну настолько хорошая, она была снизу лучше, чем Century даже. Заказали термостат, несколько дней прошло, поменяли этот термостат, все гуд, машина греется. Встал вопрос о постановке этой машины на учет. Поехал я в эту нашу транспортную дирекцию, поставил эту машину на экспортные так называемые номера, которые мне дают возможность ездить опять 2 раза по месяцу. В это время мне надо поставить эти камеры наши классные, фары уже переделанные, что есть плюс, и все, и машину регистрировать, проходить техосмотр и радоваться. Я купил машину, которая редкая в Латвии, ее нету. В Латвии их точно нету. Я знаю, в Эстонии одна есть, в Литве точно тоже такой нету. Цель была покупки этой машины показать очередную японскую красоту, чтобы вот эти автоэнтузиасты, которые у нас есть, любители, ценители этих машин, вот увидели, что и на рынке вот и такое было, да. Большой VIP-седан с интересным турбомотором. Короче, конкурс. Мы хотели бы разыграть для вас майки. Я ее разверну, да? Майки. 4 майки, которые мы разыграем для вас. То есть это будет 4 победителя. Что нужно сделать, чтобы стать победителем? Чтобы участвовать в конкурсе, вам нужно написать комментарий под этим видео. И второе, это быть подписан на мой инстаграм и на инстаграм Рихарда. Также не забудьте в комментарии упомянуть свой инстаграм, да, это для того, чтобы мы могли проверить. Короче, конкурс проводится на территории стран Европы. Не проводим его на территории России, так как сложность с логистикой не позволит нам доставить эти майки туда, куда мы бы хотели их доставить в случае выигрыша. И Белоруссия, к сожалению, вылетает. Как есть, так есть. Поэтому, да, участвуем в конкурсе, пишем комментарий. Да, обязательно ставьте лайки под видео. Все еще, ребят, дело в том, что мы хотим, чтобы канал как-то продвигался. И для этого нужно, естественно, ваше внимание. Да? Желательно, чтобы вы смотрели видео до конца, потому что зачастую очень много информации мы высказываем в конце, и, да, и какие-то выводы делаем. Это очень важно слышать, чтобы вы понимали, в принципе, о чем суть. И это очень важно делать. Смотреть до конца ролики, чтобы понимать суть. Розыгрыш мы проведем 31 марта в онлайн-трансляции на моем инстаграме Волков Медиа. Вечером где-то, да, вот. Ну, давай условно часиков в 7 по латвийскому времени. Результаты конкурса мы также опубликуем в следующем видео. А следующее видео у нас будет, посмотрим, о чем оно у нас будет рассказывать. Впереди будет много ивентов. Один из них — это фестиваль японских машин в Латвии. Это Jab Fest. 22 апреля. Арена Рига. Мы вас ждем. Это мероприятие будет гораздо большего масштаба, чем было предыдущее мероприятие. Да, в общем, это точно стоит того, даже если вы не имеете никакого отношения к машинам, просто приходите, вы узнаете много нового. Да, там будут участвовать Польша, Финляндия даже, Литва, Эстония, ну и, соответственно, наши латвийские
машины. Да, короче, вся информация будет в дескрипшене у нас, в описании. Всем спасибо большое за просмотр. Я надеюсь, что наша история, наверное, вас вдохновит, а если не вдохновит, то просто понравится, да, потому что самое главное, что мы круто провели время и съездили, не знаю, даже с пользой, да, узнав что-то новое, пообщавшись с новыми людьми и, соответственно, привезли сюда чувствительную машину. Все. Всем пока. Нахуй.